Всем привет, друзья! Давненько мы с вами не виделись на этом канале, где-то 2,5 года, и нет, мы все еще не уехали из Эквадора, все еще здесь, полюбили эту страну еще больше. Я готова сегодня ответить на некоторые ваши вопросы. Спустя 2,5 года делюсь с вами впечатлениями о пребывании в этой стране, и хотелось бы вам рассказать, какие изменения произошли в нашей жизни. В этом видео я буду рассказывать свое мнение и свой пережитый опыт, а также истории тех людей и примеры тех людей, которые рассказывали мне что-то лично. Конечно же, я не могу судить за всех, поэтому если вам есть что рассказать, если вы уже давным-давно живете в Эквадоре, или же вы сами эквадорец, потому что на это видео я постараюсь пустить испанскую озвучку, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, ваше мнение будет полезно для тех, кто переезжает в Эквадор, для тех, кто рассматривает эту страну, а может быть для тех, кто еще не адаптировался. Ну, короче, если вам есть что рассказать, буду рада, и я думаю, это будет полезно почитать другим людям в комментариях, я вам буду рада в комментариях. В общем, погнали отвечать на вопрос. Сегодня я в таком костюме немножко Николаса Мадуро, и вышла солнышко, и оно прям печет мне голову, а как мы знаем, я живу в Кито на высоте 2810 метров над уровнем моря. Это очень высоко, и здесь огромный УФ-индекс. Сейчас он 7, поэтому первый совет при переезде в Эквадор, или даже если вы едете отдыхать, обязательно наносите SPF, друзья. Знаете, что такое фотостарение? Мало того, что фотостарение, так еще и рак кожи, ребята. Поэтому обязательно лицо, декольте, ручки, все в SPF-чик мажем. Ну, я на макушку не намазала SPF, поэтому надену капюшон. В целом, я сегодня отвечаю на вопрос одной девушки, женщины. Ее ник Шрията. Вот Шрията мне написала такое большое сообщение с большим количеством вопросов. А если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, или вы хотите видео на какую-то отдельную тему, не только про Эквадор, обязательно тоже пишите свои идеи в комментариях, я рассмотрю. Приближается видео о моем питании, потому что я, вот, прикиньте, сбросила 15 килограмм за последнее время. Если вы вдруг видите меня впервые, я на самом деле в интернете очень давно, и у меня есть уже достаточно обширная аудитория, и если вам будет интересно, вдруг я вам понравлюсь, наблюдая за моей жизнью, подписывайтесь в Телеграм. В Телеграме тоже люди посылают запросы о том, как я делаю макияж, о моем питании. Короче, видео приближаются. Также, если видео на тематику Эквадора вам интересно, все пишите в комментариях, ребята. Какие документы вам с Артемом потребовались, в каких условиях и финансовой составляющей вы уезжали из России? Слушайте, мы въезжали сюда по визе инвестора, естественно, это договор купли-продажи, естественно, эти сами деньги. Для того, чтобы легализовать их здесь, в местном банке в Эквадоре, мы предоставили им договор купли-продажи. Естественно, документы желательно апостилировать их как можно больше, то есть свидетельство о рождении, диплом, если вы здесь планируете как-нибудь устраиваться на работу, такое из самого важного, свидетельство о заключении брака. Короче, пакет документов. И вы переезжаете, если вы прямо планируете переезд, имейте в виду, что вы переезжаете в другую страну. В России, естественно, эти документы у вас уже идут по умолчанию, но они же здесь тоже пригодятся рано или поздно. Там при оформлении седулы, брака, там, открытие счета в банке, устройстве на работу, у вас там потребуют диплом и так далее. Короче, если вы собираете список документов, желательно собрать этих документов и апостилировать как можно больше. Я думаю, лишним не будет. Конечно, если вы рассчитываете бюджет, я не знаю, какой сейчас конкретно нужен список документов для того, чтобы переехать в Эквадор по разным визам, потому что для разных виз обязательно, разные требования. Чем больше документов, по моему мнению, чтобы себя обезопасить, тем будет лучше. В каких условиях и финансовой составляющей вы уезжали из России? Сразу обозначу то, что мы никуда не бежали, по политической ситуации. Мы вообще собирались в Эквадор. Еще в 2018 году все это как происходило. Я всю жизнь мечтала жить за границей, и просто где-то штудировали видео какие-то в интернете, какие страны для переезда самые лучшие. Так получилось, что попался Эквадор, и у него самые легкие условия для иммиграции. То есть вам достаточно сейчас, это самая простая такой способ легализации в Эквадоре, виза специалиста. Там важно иметь либо высшее образование очное, либо очное даже точно не могу сказать. Если у вас там будут какие-то вопросы, желательно покопайтесь в этой теме. Просто я знаю такого человека, который может вам оформить визу по среднему специальному очному образованию. Так как в Эквадоре существует среднее образование, но не среднее специальное или среднее профессиональное, как его называют. А виза называется виза профессионала. То есть вам нужно иметь какую-то профессию. Вот, и в принципе, еще в 2018 году я слышала про эту визу, и мы хотели легализовываться
оформляться именно по визе профессионала среднего специального образования, потому что еще тогда я слышала какую-то информацию о том, что можно это сделать, но я звонила в посольство, и мне в посольстве даже не ответили на этот вопрос, то есть даже они не были в курсе. Но здесь как бы есть такие юристы и специалисты по визам, да, с которыми вы можете обговорить этот момент, и, насколько я знаю, они оформляют такие визы. Важный момент, что если вы оформляете визу профессионала, вам не обязательно работать в Эквадоре, вам не обязательно идти на местную работу и работать по своей специальности. Вы можете работать кем угодно. В принципе, самое главное там не нарушать сроки визы. Там, по-моему, если вы по ВНЖ 3 месяца, если вы уже ПМЖ, то полгода в год вам нельзя выезжать. Самое главное не нарушать вот эти вот обязательства. Ну и, конечно, не знаю, это уже, скорее всего, по желанию. Вы можете оформиться там, работать по своей профессии. То есть вы, например, легализовались по визе профессионала, а работаете там удаленщиком или айтишником. Это, конечно, самый наилучший сценарий здесь работа в Эквадоре, потому что если вы идете на местную работу, то в огромном количестве случаев вам нужен будет испанский язык. Без знания испанского языка вас никто здесь не поймет, и я не знаю, в какой области, в принципе, вы можете работать со знанием только базовым русским или даже английским. В принципе, в Кито, где я живу, это столица Эквадора, здесь люди разговаривают по-английски, особенно специалисты. Если вы приходите куда-то к врачу, оформлять документы не всегда, но бывает такое, что да, там люди могут какой-то базовый английский знать. У врача там очень много людей, кто обучался в США, кто получал диплом в США и вернулся сюда, в Эквадор, они знают английский хорошо и могут, ну, типа, с вами пообщаться и так далее. Но если вы идете здесь на местную работу, вы будете работать с людьми, а они в большинстве случаев здесь не владеют английским, да, какие-то исключения бывают. В принципе, на английском жить возможно, но если вы удаленщик и приехали сюда, да, и вы не знаете испанский, то жить здесь комфортно. Вот как мы, считай, работаем на удаленной работе, мы блогеры, мы иногда используем переводчик, иногда нас понимают по-английски. Для нас хороший сценарий здесь сложился. Для тех, кто переезжает в Эквадор, желательно хотя бы либо иметь удаленную работу, либо как-то уже здесь там крутиться, выкручиваться, ускоренно учить испанский для того, чтобы побыстрее устроиться на работу. Короче, возвращаясь к вопросу о финансовой подушке, с чем мы сюда ехали. В итоге, в 2018 году я не узнала никакой информации о среднем специальном образовании, да, но я считаю, эта информация очень полезна. Вот, но я тогда ее не узнала, и мы начали копить деньги. И начали копить деньги на визу инвестора сюда. И так получилось, что, ну, там за какой-то, я не помню, за сколько лет, по-моему, за 2 или 3 года мы прям копили усиленно. Накопили $30 тысяч, но наступил COVID-19 и закрыли международные рейсы. И, короче, вот это вот все, мы помним это замечательное время. И у нас, собственно, возникли проблемы. И мы такие думаем, а что делать? Нас начали выселять со съемной квартиры. Тогда курс доллара более-менее подскочил, а деньги мы копили именно в долларах сюда. Курс доллара подскочил, и мы плюс-минус, короче, эти $3 тысячи обменяли на стоимость квартиры в Ногинске. Мы купили в Ногинске квартиру. И все, жили там несколько лет. И так получилось, что мы метались туда-сюда, ехать, не ехать. Потом наступила вот эта вот злосчастная мобилизация. И мы такие, блин, а может быть нам стоит пожить за границей. Мы уехали в Узбекистан. Пожили в Узбекистане, поняли, что иммиграция это, ну, для нас лично, я знаю, что для многих это стресс. Есть такое сравнение, что, ну, иммиграция это как будто бы смерть родственника, да, по уровню эмоционального стресса. Но у нас вот так вот, не знаю, как-то мы спокойно с этим справились. Мы пожили в Узбекистане в эмиграции, поняли, что это, в принципе, возможно. Ничего в этом сложного. Нам, удаленщикам, да, еще раз подмечаю, потому что есть люди, да, у которых проблемы с тем, чтобы устроиться на физическую какую-то работу. Мы пожили в Узбекистане, поехали в Россию, продали квартиру, опять все это перевели в доллары, пока все это было возможно. И когда начинался закрываться SWIFT, мы вот успевали, да, осталось всего лишь 3 банка, которые переводили SWIFT, и один из них не был с бешеной комиссией. Мы продали квартиру, обменяли в доллары, положили деньги в банк. Я переехала сюда, в Эквадор, первая, жила здесь месяц без мужа, оформила себе с помощью помогатора визу инвестора. И, собственно, потом уже через месяц мой муж, короче, перевел деньги из России мне на SWIFT со своего счета. Я открыла визу.
И потом уже через месяц сюда муж приехал, то есть я не знаю, типа, если в цифрах говорить, можете рассчитывать на наш капитал, да, минимально, точно не буду говорить, сколько мы имеем, ну, типа, сколько мы всего там переводили денег, но примерно на тот момент это было 43 тысячи долларов на визу инвестора. Сейчас, если я не ошибаюсь, я вставлю аннотацию, сколько точно тысяч долларов нужно вложить в эквадорский банк, если вы переезжаете по визе инвестора. Но имейте в виду, что виза инвестора, она зависит от минимального размера оплаты труда здесь в Эквадоре. 430 долларов в месяц зарплата, 43 тысячи долларов тебе нужно положить в банк. Если вы кладете эти деньги в банк, они у вас лочатся, блокируются на 2 года, то есть вы не можете с ними ничего делать. Вы можете получать с них процент либо ежемесячно, то есть если вы выберете банк, да, какой-то кооператив, либо государственный банк, тут также есть, там, Банко Пичинча, Гуаякиль, там разные банки. Мы положили в кооператив, тогда это было 10%, сейчас это 6%, это зависит от там, инфляции и так далее, это регулирует здесь валюту доллар США, поэтому самая главная информация, что 2 года, пока у вас ВНЖ, вы не можете трогать эти деньги. Далее, как смогли забрать папе с собой, какие прививки требуются для животного, с какими проблемами столкнулись и т.д. По приезду в Эквадор я не столкнулась ни с какими проблемами с папе. Какие прививки сейчас, я точно не знаю. Я все-таки настаиваю на том, что если вы едете, вам нужно искать актуальную информацию. Можете взять у кого-нибудь консультацию, да, у людей, там, кто перевозил, какие-нибудь помогаторы, кто собирает эту информацию, я не знаю. Но с какими трудностями я столкнулась? Если честно, меня вот так вот трусило именно в России. Я уже не помню, короче, там нужна какая-то печать для того, чтобы в аэропорту Москвы получить сертификат для того, чтобы выпустили животное за границу. Я пришла, и этих клиник в Москве было не очень-то и много, которые ставят такие вот официальные печати, да, потом которые ты меняешь, на бумагу эту меняешь на международный сертификат, который тебе выдают в аэропорту. Короче, мне попалась там какая-то просто... на ветеринарке. Она мне мотала мозги, хотя все было сделано по правилам, она была некомпетентной. О том, что я там что-то не так сделала, какие-то там прививки не так поставила, не в таком порядке. Короче, она мне вытрусила все нервы, а мне вот-вот там на днях улетать. Я психанула, у меня просто была истерика, слезы, я не знала, что делать, я прям реально растерялась. Я нашла другую ветеринарную клинику, где я приехала и рассказала о всей ситуации. Они, естественно, посмотрели документы, сказали, да в смысле, что за херня, у вас все нормально. Вот, поставили мне, сделали вот этот сертификат, и я уже его потом спокойненько обменяла в аэропорту. А так уже по прилету в Эквадор, ну что, обменяла вот этот сертификат, потом я его показывала на таможне, я летела через Турцию, через Боготу, я показывала этот сертификат в Турции при пересадке, показывала этот... Нет, в Боготе у меня не попросили этот сертификат. Было все замечательно, знаете, собака, ну, было тяжело, потому что она там, ну, там, писить, не писить, знаете, у меня еще собаки проблемы с ногами. И она иногда даже понимала, что я хочу ее вывести погулять. Я там здесь в туалете, в самолете стелила пеленку, и вот она садилась, писала, я пеленку оп-оп-оп, все собрала, вот так скомкала. Там же выбросила. В принципе, мы с ней прилетели достаточно комфортно. В общем, мне попалась такая семья тоже из Колумбии. Они были очень радушны с моей собакой. Они прям такие утю-тю-утю-тю. Если я там хотела в туалет, они ее брали на руки, они успокаивали, гладили. Тут вот, да, такое очень в Эквадоре. Ну или вообще, не знаю, может, мне так повезло с людьми, но мне сразу показалось, что вот этот менталитет, это была моя первая коммуникация, да, с людьми из Латинской Америки. И они мне показались такими, не знаю, уютными, добрыми, сочувствующими, помогающими. Ну, не знаю, наверное, просто зависит от человека, да, но вот это была моя первая коммуникация, это было мое первое впечатление. Я до сих пор помню эту бабушку с дедушкой, да, которые держали мой папе и говорили, иди, типа в туалет, иди, не переживай, мы ее поддержим. При перелете никаких проблем не было. Потом, когда ты прилетаешь в Эквадор, тебя здесь спрашивают в аэропорту, типа, с какой целью вы сюда прилетели? Там, ты говоришь, либо ПМЖ, либо туризм. Собаку впускают в страну, проверяют твой международный сертификат и также тебе выдают талон
талончик. Если ты собираешься вывести собаку, тебе дают номер, это было 2 года назад, в ветеринарной клинике, где ты можешь также поставить прививки на выезд, вот, и там в какую страну бы ты ни летел, и получить сертификат. Есть ли возможность вернуться? Нужна ли эта возможность вообще? Если возможность вернуться в Россию, имеется в виду, нам не нужна. У нас есть возможность вернуться, почему нету? Самое главное — иметь средства, ребят. Тоже хочу вот привести пример, ну, мой пример, да. Мы прилетели в Эквадор и чувствуем себя сначала, да, была адаптация, вот первый год, тем более, ну, если вы не знаете, или если вы знаете, короче, я столкнулась с ментальными проблемами. Я даже лежала в больнице здесь, в Эквадоре, на бесплатной основе, и потом во влоге, я еще хочу снять влог про медицину, я сейчас делаю зум. Я буду ставить коронку, хочу рассказать вам про стоматологию, если вам нравится идея, тоже напишите в комментариях там, или какие-то вопросы по этому поводу. Также вот про психиатрическую клинику хочу вам показать, рассказать, да, там, каково это лежать в психушке в Эквадоре, ну, прикольно. Считай, вот эти 1,5 года, да, которые, ну, год, да, грубо говоря, которые я лежала в такой отключке, у меня были мысли, типа, вернуться в Россию, мы еще летали в Россию где-то год назад, 1,5 года назад. Короче, да, были, типа, я не успела адаптироваться. То есть я приехала в Эквадор, через полгода меня скосила болезнь. Считай, из такого состояния, да, здорового, я пробыла в Эквадоре всего лишь полгода. Я тут практически ничего не знала. То есть какие магазины, где там, ну, где покупать косметику. Для меня это важно. Я там люблю краситься, люблю там уход там за кожей, там корейская косметика. Ну, о боже, Марипоса! Я не знаю, как ее сфотографировать. Бля, как ее сфотографировать? Так, о, ну-ка. Вон она, маленькая бабочка. Вы ее видите? Вон она. Боже мой, какая красавица. Все, улетела. Я не успела адаптироваться здесь. То есть я очень много лет смотрела на Эквадор, примерно понимала, что тут как, но не знала, какие здесь есть магазины, какие есть здесь товары. Потому что тогда, в 2018-2020 году, когда я постоянно смотрела Эквадор, эквадорских блогеров, здесь их очень мало. Никто не снимает ни про какую косметику, никто не снимает, ну, типа, не знаю, видео про технику. Я с собой привезла пылесос, ну, кстати, не жалею ни о чем, ручной такой. И кучу косметики, потому что у меня просто было впечатление, даже не впечатление, а я читала чаты, я смотрела видео, что в Эквадоре ничего этого нету. Я с собой привезла чемоданы, ну не чемоданы, но огромное количество там запасной косметики, несколько подводок, там несколько тушей, несколько карандашей для бровей, даже умывашки для лица, потому что у меня был такой вот этот вот стереотип. И даже когда я ехала сюда в Эквадор, я связывалась с одной девочкой, я говорю, а я вот скоро лечу в Эквадор. Она мне говорит: Аня, привези, пожалуйста, мне вот косметики, потому что в Эквадоре ничего нету, вот, а там корейской косметики нету, и она вообще вся дорогая, если там где-то ее брать, она вся вообще какие-то неподъемные суммы денег. Я просто в панике набрала с собой вот такие вот баулы там и косметики, и пылесосы, там, и чуть ли там с собой холодильник не увезла. Раньше был такой, ну не миф, я не знаю, как сказать, о том, что мнение, да, о том, что в Эквадоре это все недоступно, а если доступно, то очень дорого, какие-то неподъемные суммы. В принципе, переехав сюда, я сейчас уже смеюсь над тем опытом, да, над теми стереотипами, которые вот гуляли, потому что в Эквадоре есть все. Не знаю, как насчет техники, там, ввозных пошлин. Мы все покупаем. Я уже в России давным-давно не смотрю, сейчас и в России все недешево, и я уже давным-давно не смотрю, сколько это стоит в России, сколько это стоит здесь, в Эквадоре, хотя иногда бывает, что сравниваю, и в принципе цены сейчас одни и те же, потому что в России тоже, да, санкции, пошлины и так далее. Тут есть мулы, те, которые возят из США в Эквадор, ты им платишь за килограммы доставки, там за граммы, точнее, вот там есть 1 либра, это 456 грамм, 1 либра, к примеру, стоит $5. Ты либрами можешь заказывать, и они тебе будут привозить
тут есть специальные сервисы, да, которые вот тебе возят. То есть ты из Америки можешь заказать все, что угодно, любую косметику с Амазона, там, мы заказываем обувь, да, тут тоже бытует такое мнение, что, ну, не бытует, это действительно так, о том, что на большой размер ноги мужику тяжело найти кроссовки, да, вот у моего мужа 46 размер. Ну, тут есть, конечно, и магазины, и Марафон, там и Nike, New Balance, короче, все вот эти бренды. Там можно найти, в принципе, без проблем, но, естественно, это не такая, не дешевая, не бюджетная обувь. Но если вам там какая-то модель, да, не особенно понравилась, а ее здесь нет в Эквадоре, можно без проблем заказать ее на Amazon. Мы не пробовали просто никогда здесь покупать дешевую обувь, мы уже давным-давно носим какую-то брендовую обувь. Наверное, если брать где-то на рынке, если у вас большой размер ноги, я думаю, будет очень сложно найти какую-то симпатичную обувь, да и вообще хоть какую-нибудь обувь, например, на 45-46 размер. Тут есть такой сервис, как абонентский ящик в США. Короче, к примеру, с Амазона вы заказываете, оно приходит на абонентский ящик в США, а потом из этого абонентского ящика вы перевозите в Эквадор, они за вас там платят какие-то там налоги, ввозные пошлины, они за вас все это делают, и вы там какую-то сумму доплачиваете, они заранее пишут, сколько это будет стоить. Все-таки, конечно, обувь вся, она дороже так плюс-минус на процентов 15-20, чем в США. А на что я отвечала? На какой вопрос, блядь? Это все к тому, чтобы провернуться, да-да-да. В принципе, жить можно, да, и вся косметика, и вот это вот все, ерунду тащить с собой не надо, занимать свои ценные килограммы. Возьмите лучше там какие-то для себя ценные вещи, но точно не стоит там тащить какую-то косметику. По поводу техники, в принципе, не знаю сейчас, дороже, не дороже. Вот мы недавно купили аэрогриль, да, купили хороший такой Deo аэрогриль корейский. Он вышел нам $172, и это не в самом дешевом магазине. Мне кажется, в России примерно 1015. Если сейчас переводить вот $170, это, наверное, и есть 15 тысяч. Я думаю, вот такой аэрогриль и будет стоить, да, хорошего качества, там какой-то более-менее современный. Еще, знаете, это надо еще учитывать, что вся серьезная такая дорогая техника, она подключается напрямую к розетке, не через какие переходники. Ее нельзя подключить, потому что она у вас просто-напросто сгорит. Поэтому, я не знаю, мне кажется, лучше продать это все и перевести, приехать сюда в Эквадор, купить какую-то новую технику, уже здесь основательно и пользоваться. Но это мое мнение. Хотя я перевезла пылесос, он у меня на аккумуляторе таком. Я взяла с собой, кстати, если вы будете брать какую-то русскую технику, там, знаете, какие-то предметы, которые там легко заряжаются, вот, например, как аккумуляторик у меня. Я взяла с собой еще фильтры русские, с русскими розетками. Я фильтрами иногда пользуюсь. Для того, чтобы не каждый раз там переходнички, у меня фильтр стоит, там, бац, там, на зарядку маленькие какие-то вещицы, да, которые там не жалко, сгорят, не сгорят, вот поставил и нормально. Вот это пригодится, да. Короче, это я рассказываю свой опыт, то, что мы не хотим. Это к чему все это? В принципе, а что мне нужно? Страна компактная, очень удобно путешествовать. В одну сторону 5 часов, в другую сторону там 7 часов, грубо говоря, до океана. Можно отдохнуть, замечательные места, Банис, если хотите, мы снимем влог, джунгли, побережье, Галапагосы. Это все вмещается в одну маленькую, очень красивую, компактную страну, вулканы, водопады и так далее. Это просто, не знаю, я полюбила, да, хоть это мне не родная страна, но люблю Эквадор всей душой. Я безумно благодарна, что эта страна меня приняла, дала мне возможность в ней проживать в такой классной. У них здесь очень вкусная еда, там фрукты, да, бесконечная вот эта погода, лето. Безумно благодарна вот этой вот маленькой стране за то, что она гостеприимная. Здесь такие замечательные, прекрасные люди, и я не планирую, ну и мы с мужем, самое главное, не планируем возвращаться никуда, ни в Россию, не уезжать никуда, куда-либо еще. Если будет возможность, да, в какую-нибудь страну на разведку, может быть, съездить, там, посмотреть Мексику, США, maybe, знаете, типа здесь в Эквадоре дают визы, ну, в основном, да, США, там, на 10 лет, эквадорцам, русским, не знаю, может быть, на 5 лет дадут, туристические. То есть отсюда полететь, например, в Нью-Йорк стоит $150 билет, в Майами $150 в одну сторону билет. То есть это здесь доступно. Если ты получил визу, ты можешь слетать в Майами, ты можешь слетать в Нью-Йорк, вот эти все направления, да, которые очень популярны. Поэтому тратить какие-то баснословные деньги на жизнь в США я тоже не готова. В Эквадоре цены примерно плюс-минус как в России, по моим подсчетам, да. Кто-то может со мной не согласиться, есть несогласные люди в моей настоящей реальной жизни, да, кто говорит, нет, в Эквадоре очень дорого. Ну, я так не считаю. Мы имеем возможность и откладывать, и попутешествовать, жить
нормальная, короче, ни в чем себе не отказываю, потому что если бы мы жили где-нибудь в США, мы бы были бомжами, это абсолютно точно, там какая-то неподъемная аренда, вообще стоимость жизни, налоги, медицина и так далее. И здесь в Эквадоре же этого нету, если вы сами хотите, можете оформлять там все страховки, а так, в принципе, можете вставать в очередь, и медицина бесплатная. Да, там она немножко проблемная, но, в принципе, такая возможность есть. Я сама лежала в больнице, это было абсолютно бесплатно, все медикаменты мне выдавали бесплатно. Сколько я там лежала? Где-то месяц, никто меня кормили, купали, одевали, там мы гуляли, мы танцевали, то есть и персонал был такой добродушный, я просто им готова ручки целовать, и замечательные люди. Прикидывая, да, уровень жизни здесь наш, меня устраивает. Вот в Узбекистане мы были вообще королями, там можно было питаться и жить за копейки. Здесь мы чувствуем себя стабильно, бодро. Вот, также имеем возможность откладывать деньги. В США мы бы были бомжами или в каком-то там, в Канаде, да даже в Мексике. Даже в Мексике достаточно дорого. Я не готова, если прикидывать аренду, да, и стоимость там продуктов, жилья, я не готова выкладывать там на процентов 30-40 больше, чем здесь в Эквадоре, и тоже, знаете, уже так немножечко ужиматься. Мне нравится жить в комфорте, поэтому нет, и не планирую покидать Эквадор. Также есть другая страна. У меня тут есть знакомая, да, с которой я пообщалась, и, представляете, бывает даже такое, что ты приезжаешь в Эквадор не по своей воле. Типа люди выходят замуж за эквадорцев там и хотели бы жить в России, но так получилось, что им по каким-то причинам пришлось переехать в Эквадор. Самая главная такая претензия, да, что все очень дорого в Эквадоре. Человек бы предпочел вернуться в Россию, чем жить в Эквадоре. Вообще, ну, типа, ей не нравится страна. Это не страна мечты, и вообще бы лучше бы в России остаться. То есть есть люди, те, которые, да, хотели бы вернуться назад. Но имейте в виду, да, что случаи бывают, и желательно, если вы попали в такую ситуацию, конечно же, иметь возможность купить билеты назад. Есть те, кто и застрял в Эквадоре, я даже таких знаю, у кого просто нет денег вернуться, не было, точнее, денег вернуться в Эквадор, вернуться назад в Россию, и они остались в Эквадоре и живут здесь по 30 лет, даже такие случаи бывают. Но они уже привыкли, ассимилировались и так далее. Хотя один момент там, да, вот этот период адаптации, они хотели вернуться, просто денег не было. Я, знаете, предлагаю вам так. Обязательно, конечно же, иметь запас. Приехать в Эквадор, обязательно иметь запас для того, чтобы в случае чего вернуться назад, или мало ли что, с здоровьем случится, или, ребята, все-таки адаптация, горы, это огромная высота, 2800 метров, может случиться горная болезнь, хер знает, что с вами, вы приезжие, визы нету, можете слечь в больницу, вам выставят счет на несколько, как туристу, там, на несколько тысяч долларов. Короче, в любом случае надо иметь какую-то подушку безопасности. А вдруг вы здесь поживете год, вам здесь не понравится, вы решите вернуться домой. Приезжайте обязательно с подушкой безопасности, чтобы не встрять ни в какую ситуацию, или, если не понравится, просто вернуться опять в свой привычный быт. Да, конечно, вы совершили попытку, но я считаю, это той опыт, это, ну, плохой опыт, тоже опыт. В следующий раз там учтете ошибки, или наоборот, такие, да нахер мне это вообще, это какая-то Латинская Америка, криминал, там, нищета, там, я не знаю, ну, что вы испытаете, да, на себе. Потому что у нас, например, тоже пытались телефоны вырвать, да, здесь в Эквадоре. Люди иногда и травмируются об иммиграцию, и лучше, конечно, иметь возможность всегда вернуться домой. Последний вопрос. Возможно ли переехать и начинать жизнь практически без средств и возможности? Как обстоят дела с работой в Эквадоре сейчас? Испанский язык, ребята, это самая главная точка преткновения здесь иммигрантов. Я знаю людей, которые приезжали, в принципе, без испанского и находили здесь местную работу, например, в доставке. Я смотрела интервью одного парня, ну, примерно $700 в месяц получает. Но это надо, конечно, работать, впахивать, как папа Карло, там, я не знаю, это в другом городе, у нас в Кито, я не знаю, какие расценки. В принципе, конечно, если вы планируете как специалист, да, у вас там какие-то знания, вы хотите претендуете на какую-то хорошую должность, конечно, важно иметь знания испанского языка. Всем советую. Если вы спрашиваете меня, учу ли я испанский язык, если у вас возник такой вопрос, да, я учу испанский язык. Учу 2 раза в неделю по часу, и это мне обходится примерно... Мы учимся в группе, и стоимость разделена на людей. Учимся учителя именно испано-американского, то есть не кастильского, да, который в Европе. Мы именно учим с упором сюда, в Испано-Америку. В
Латинскую Америку. Мне урок стоит, вот мы разделяем на группу всю эту стоимость, по-моему, сейчас $6. Так, друзья, мне пришлось переместиться, потому что солнышко нагрело камеру. Продолжая тему переезда без возможностей и без средств каких-нибудь, могу судить только по себе, как бы сделала я. Я бы так не сделала, но если вам там прижимает, да, у вас какая-то необходимость срочно там куда-то податься или что-то, я советую вам рассчитывать на свои силы, да, и каждый из нас индивидуален, я не знаю, какой вы человек, может быть, вы там суперкоммуникативный, а может быть, вы какой-то незаменимый специалист, а может быть, у вас там подвешенный язык. Все это индивидуально, просто надо учитывать риски, то, что вы сюда приедете, да, вы здесь никому не нужны, вам никто здесь не поможет бесплатно, вам придется, скорее всего, проходить все вот эти вот, платить пошлины, оформлять визы, это все самому, обязательно нужно иметь запас. А мало ли здоровье у кого-нибудь подкосит, там, там отравление в горах, там, или я не знаю что, мало ли что, то есть какой-то бы запас я бы имела, но хочу вас и обрадовать, да, я знаю такие случаи, лично, да, знаю этих людей, которые переехали в Эквадор, там, грубо говоря, на последние деньги, накопили впритык, получили визу, приехали сюда, сняли квартиру, но работают удаленщиками, да, вы же сюда приедете, вам надо будет, это огромный стресс, вам надо будет там и найти работу, и найти жилье, и ходить по документам, это просто, я не знаю, это все надо сделать за 3 месяца. Я считаю, это просто, ну, это нагрузка психики 100%, если вы не посидите, я просто поаплодирую стоя. То есть есть какой-то момент, да, который может вас разгрузить, например, удаленная работа. Вы сюда приехали, за вас там сделали документы-помогаторы, вы сели, работаете, но у вас нет денег, но вы потихонечку зарабатываете, адаптируетесь в этой стране, там по улице где-то не шляетесь, там вас не грабят, вы изучаете потихонечку районы, потому что здесь в Эквадоре, конечно же, важно, как сказать, короче, адаптироваться, да, потому что эквадорцы здесь, которые живут, они не суются там в какие-то там районы опасные, а вы здесь приезжие, вы будете там, не на такси у вас денег не будет, вы будете ходить пешком, и хер знает, что с вами может случиться, ребята, поэтому, не знаю, какой-то минимальный запас я бы имела, если у вас там есть удаленная работа, это вообще там огромный плюс, если вы приедете с какими-то деньгами, да, там хотя бы там в запас, потому что все эти документы и даже пошлины, получение визы, это все дополнительные растраты, точно не могу сказать, за получение визы там одна сумма, за получение такой-то бумажки другая сумма, такая. Короче, везде эти дополнительные растраты надо учитывать, но невозможно, возможно. Люди приезжают, некоторые приезжают даже без чемоданов, взяли с собой один рюкзак, прям экономят на билетах, да, экономят на багаже, не берут с собой никакой багаж, берут с собой рюкзак, в рюкзак документы погрузили, трусы запасные, вторая пара носков, загрузили там какие-то небольшие денежки, чтобы снять жилье, там, то самое минимальное. В Эквадоре можно снять жилье за $200, но это, естественно, будет не Кито, это будет пригород Кито, это будет такая небольшая и не очень такая современная квартира, ну и такое возможно, да. И бывает такое, что люди уезжают куда-нибудь в место подешевле жить, куда-нибудь на океан, там в какой-нибудь пригород, это выходит дешевле. Все индивидуально, и жить недорого тоже можно. Пишите в комментариях, что вас интересует, на что смогу, на то отвечу. А с вами была Анна Мяу. Спасибо большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будут видео не только про Эквадор, а можете также подписаться на телеграм-канал. У меня там достаточно много подписчиков, кто следит за моей жизнью, и он во много более развернут. Мой телеграм-канал, там моя жизнь более развернута, чем будет во влогах. Если есть желающие, подпишитесь и туда. До скорых новых встреч. Надеюсь, информация была полезна. Увидимся в следующем видео. Чао! Muñeca metiste la pata, deja ese paquete, si a ti te ganaste la ñata, busquen mal por la pipa se trancó, parece que le falta